Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и сегодня мы будем с вами вязать вот такого зайчонка. Зайчонка с рюкзаком в виде морковки. Вот такой малыш можно использовать как брелочек. Можно связать побольше, и будет милая игрушка. Это еще одна игрушка в коллекции моих зайчат. Вяжется легко и просто идеально для начинающих. И чтобы связать вот такого зайчонка, нам понадобится основной цвет пряжи. У меня это будет беленький. Цвет морковки. И цвет ботвы. Крючочек, который вам подходит. У меня это крючок 2,5. И чтобы оформить ушки, нам с вами понадобится тени розовые, как вариант. Ну что, приступим? Свяжем с вами вот такого зайчонка. Начнем с вами вязание с кольца амигуруми. Захватываем петлю, протягиваем и в кольцо амигуруми делаем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот так получается. Стягиваем хорошо, чтобы у нас не было дырочки. И в первую петлю вот сюда мы делаем соединительный столбик. Вот наше кольцо амигуруми готово, первый ряд. Подтянем еще ниточку. Второй ряд мы с вами будем вязать 6 прибавок. То есть каждую петлю мы делаем по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вот видите, получается. Следующую петлю тоже вяжем 2 столбика без накида. Сюда же. Вторая прибавка. Третья. И осталось еще 3. Прибавкой называется, когда мы делаем 2 столбика без накида в одну петлю. И заканчиваем наш второй ряд. Во втором ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Вот сюда последнюю прибавочку. Готово. Ну и мы с вами переносим хвостик. Это будет наш маркер. И приступим к третьему ряду. Третий ряд мы вяжем по схеме. Столбик без накида. И вот сюда делаем прибавку. Так, мы повторяем 6 раз. Столбик без накида. И следующая у нас идет прибавка. В третьем ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Это простая схема игрушки в стиле амигуруми. Каждый может научиться вязать такую интересную, смешную игрушку или брелок, зайчонка. И заканчиваем наш третий ряд. Всегда у нас с вами последняя петля будет, это прибавка. Вот такая. Кружочек получается.
переносим наш хвостик, используем его как маркер для вязания, чтобы определить начало следующего ряда. Четвертый ряд мы вяжем по схеме 2 столбика без накида, прибавка. Так повторяем 6 раз. Беру хвостик, 2 столбика, и вот сюда делаем прибавку. В четвертом ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Делаем еще раз столбик без накида, второй столбик без накида, и вот сюда делаем прибавку. Вяжем так до конца по кругу. Прибавочка. Я взяла белую ниточку для этого зайчонка, но я думаю, что можно взять любой другой цвет. Интересный был бы зайчик, наверное, розового цвета или синего, тоже прикольно бы смотрелся. Ну, морковку, конечно, будем вязать оранжевую. Итак, заканчиваем наш четвертый ряд. Осталось нам последний раппорт схемы. Видите, 3 петли. Вяжем 2 столбика без накида подряд. И в последнюю петлю мы вяжем прибавку. Отлично. Вот такой у нас получается круг. Переносим хвостик как маркер. И следующий 5-й ряд у нас будет с вами последний прибавочный ряд. Мы будем вязать по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Начнем. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, хвостик не мешает, третий столбик без накида, и сюда делаем прибавку. Так повторяем еще 5 раз. Столбик без накида, второй столбик без накида, третий столбик без накида и прибавка. Делаем так до конца ряда. Я включаю ускоренный темп и вяжу в быстром темпе. Вот бы так в жизни быстро вязалось, это было бы очень здорово. Но пока на видео будет так. В ряду у нас с вами должно получиться 30 столбиков без накида. Последняя петля у нас будет с вами прибавка. Теперь мы хвостик вот так закладываем, не протягиваем, а закладываем. Это будет наш маркер, потому что дальше мы будем с вами вязать без изменений 10 рядов. Просто по кругу вяжем в каждую петлю по столбику без накида. То есть с 6-го ряда 10 рядов подряд мы вяжем с вами по 30 столбиков без накида в ряду. Это у нас с вами будет с 6 по 15 ряд. Ну и давайте я сделаю это за кадром. И встретимся с вами уже, когда я провяжу эти 10 рядов. Ну вот, давайте теперь посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10 рядов мы с вами провязали. Ставим маркер, потому что дальше у нас будут убавочные ряды. Так. И следующий 16 ряд мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И затем мы делаем с вами убавку. Как делается убавочка?
Смотрите, мы берем ближнюю полупетлю одного столбика, второго, протягиваем и выводим ниточку. Наша убавка готова. Так повторяем еще 5 раз. 3 столбика без накида, первый, второй, третий, и следующая убавка. Еще раз ближе покажу. За переднюю полупетлю одного столбика, второго, ниточку протягиваем и заключительный столбик. Так делаем до конца ряда. Давайте я сделаю это быстро. И заканчиваем наш 16 ряд. В конце ряда у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Это первый наш убавочный ряд. Дальше будет еще 3 убавочных ряда. Последний, как всегда, у нас убавка. И маркер переносим. И будем приступать к 17 ряду. Так, 17 ряд мы будем вязать по схеме 2 столбика без накида, убавка. Повторим 6 раз. Первый, второй столбик без накида. И сейчас мы делаем убавку. И еще один раз. Столбик без накида, второй столбик без накида. Делаем убавку. За передние 2 полупетли протягиваем ниточку и завершаем столбик. Так делаем до конца ряда. Схема вязания: 2 столбика без накида, убавка, повторяем 6 раз. В 17 ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Чтобы себя проверить, нигде ли мы не потеряли столбик, всегда у нас в конце ряда должна быть убавка. Последний будет идти убавочка. Так, маркер перенесли. 18 ряд, столбик без накида, убавка. Так повторяем 6 раз. В 18 ряду у нас с вами будет 12 столбиков без накида. Уже подходим к заключению вязания туловища зайчоныша. Это наш предпоследний ряд, 18. Столбик без накида, убавка. И повторим так 6 раз. Схема вязания простая и легкая. Хорошо будет для начинающих мастериц. Закончили 18 ряд. Сделаю подлиннее ниточку. Маркер пока уберу. Хвостик убираем вот этот. И если вы хотите сделать глазки на безопасном креплении, то сейчас как раз время их поставить, потому что будем набивать игрушку. Набиваем. Вот так я уже набила. Смотрите, не очень плотно, чтобы была такая приятная мягкость в игрушке. Обратно вставляем маркер. И будем с вами вязать последний ряд. Это будет 19 ряд. Мы будем вязать 6 убавок. Подряд 6 убавок. И должно у нас с вами получиться в конце 6 столбиков без накида. Смотрите, здесь подхватываем первую полудолю петли, вторую. Протягиваем ниточку и завершаем столбик. А так повторяем еще 4 раза. Это последний
ряд в туловище зайки с рюкзачком. Маркер уберу, у нас последний остался убавка, так чтобы легче было ее связать. Закончили. Ниточку можем обрезать. Оставьте подлиннее кончик ниточки, чтобы стянуть вязание. Так, и нам еще нужно сделать заключительный стежок. Это соединительный столбик. Вводим крючок и протягиваем. Закрепляем ниточку и подтягиваем. Но смотрите, сюда можно еще добавить холофайбер, поэтому я немного уплотню. Все готово. И осталось нам с вами стянуть вязание. Для этого мы берем в полупетлю, вводим крючок и вытаскиваем ниточку. Смотрите, вот так. Раз, протянули за полудоли петли. Следующую. Вот видно хорошо, да? И протягиваем. Так делаем 6 раз в каждом столбике. А можно взять иголочку и иголочкой то же самое сделать. Может быть, вам будет так легче. У меня на этот момент, как я вязала, иголочки под рукой не было с толстым ушком, поэтому я взяла крючок. Так, ну и заканчиваем. Теперь хорошенько стянем наше вязание. Вот так. Потуже. Ну и выведем ниточку. Захватим крючком ее. Как раз подтянем. Вот выровнялось тело. Тельце зайчонка. Ниточку еще раз я протяну, чтобы она закрепилась там внутри. И ненужный хвостик ниточки просто обрезаем. Вот первая, самая сложная часть готова. Здесь я сейчас вышью глазки. И начнем вязать лапки. И начнем мы с кольца амигуруми. Делаем кольцо амигуруми и 4 столбика без накида. Первый, второй, третий столбик и четвертый. Ниточку стягиваем потуже и делаем соединительный столбик в первую петлю. Вязание у нас маленькое, поэтому внимательно. Вот видите, первая петля. Делаем соединительный столбик. А первый ряд готов. Давайте немножко вот так его выровняем. Сделаем вот такую бубочку, чтобы нам легче было вязать. И второй ряд у нас будет столбик без накида. И в следующую петлю мы вяжем прибавку вот сюда. 2 столбика в одну петлю. Первый и второй столбик. И так повторим еще один раз. Столбик без накида. И последняя петля у нас с вами будет прибавка. 2 столбика в одну петлю. Во втором ряду
у нас с вами должно получиться 6 столбиков без накида. Так, вот наш второй ряд. Теперь начинаем третий ряд, последний. Мы просто с вами провяжем 6 столбиков без накида по кругу. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и последний, шестой столбик без накида. Вот лапка готова. Чтобы закончить вязание, давайте сделаем соединительный столбик. Протянем ниточку через все петельки. Оставляем хвостик, чтобы можно было пришить потом к игрушке. Вытягиваем ниточку, закрепляем. Вот этот хвостик мы прячем вовнутрь, вот туда. Набивать холофайбером мы не будем. Лишнее обрезаю. Ножка готова. Делаем таких 4 штуки. Первая, вторая, третья и четвертая. Хвостик вяжем точно так же, просто вяжем 2 ряда. И сейчас мы начнем с вами вязать ушки. Делаем кольцо амигуруми. И в него вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Колечко затягиваем. Вязание у нас маленькое, поэтому возьмите поудобнее. И делаем соединительный столбик, первую петлю. Ну вот, первый ряд у нас готов. Потяну еще ниточку. Давайте немножко вот так вывернем ее, сделаем вот такую бубочку, чтобы нам легче было вязать. Маркер я не буду ставить, мы сейчас просто посчитаем с вами и сделаем 4 прибавки. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Вяжем первая прибавка. Отлично. Теперь следующую петлю вторая прибавка. Вяжем 2 столбика в одну петлю. Это будет у нас прибавочка. Третья прибавка. И сейчас у нас будет четвертая, последняя прибавка. Это у нас с вами второй ряд. Должно получиться 8 столбиков без накида. Дальше мы будем вязать с вами по кругу. Поэтому давайте вот так ниточку просто заложим между столбиками и вяжем каждую петлю по столбику без накида. Итак, с 3 по 7 ряд, то есть 5 рядов подряд, мы вяжем без изменений по столбику без накида в каждую петлю. Давайте я сделаю это за кадром. И встретимся с вами уже на 8 ряду. Так, ну что, давайте теперь посчитаем. Первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый. Отлично. И вяжем с вами 8 ряд. Давайте маркер поставим. Здесь мы будем делать убавочки, чтобы не сделать лишнее. Итак, 7 ряд у нас будет схема. 2 столбика без накида, убавка. Повторим так 2 раза. Начнем первый столбик без накида, второй. И следующий мы делаем убавку.
подхватываем полупетли и провязываем. И еще один раз. Это же схема столбик без накида. Еще один. И последний у нас будет убавка. Ушко у нас готово. Маркер убираю. И делаем соединительный столбик, чтобы закрепить ниточку. Вот так. Давайте сделаю петельку. Вот эту ниточку мы сейчас внутрь протянем. Вот так. И уберем ее вовнутрь. Ушко мы тоже набивать не будем, оно достаточно плотненькое, поэтому холофайбером не набиваем его. Убираем все эти петельки вовнутрь. Вот. Ниточку отрезаем хвостик подлиннее, потому что ею мы будем пришивать ушки. Закрепляем. И вяжем такое еще одно. Вот так легко вяжутся ушки для зайчика с рюкзачком. Вяжем вторую. Ну а сейчас мы приступим с вами к морковке. Будем вязать рюкзачок-морковку. И первое, с чего мы начнем, как всегда, кольцо амигуруми и 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик без накида и шестой. Ниточку подтягиваем хорошенько и делаем соединительный столбик в первую петлю. Вот сюда. Первый ряд готов. Второй ряд будем вязать по схеме столбик без накида, прибавка. Так повторим 3 раза. Во втором ряду у нас с вами должно получиться 9 столбиков без накида. Вяжем по этой схеме до конца ряда. Столбик без накида, прибавка. Ну что, заканчиваем. Готово. Дальше мы будем вязать тоже прибавки. Давайте здесь уже поставим маркер. И продолжим наше вязание. Вязать будем по схеме 2 столбика без накида, прибавка. Повторим 3 раза. И у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Итак, провязали первый, второй столбик. И сейчас у нас будет вот сюда прибавочка. И повторяем еще точно так же 2 раза. 2 столбика без накида, прибавка. У нас с вами в третьем ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Так, маркер переносим. Так, берем удобненько вязание. И смотрите, четвертый ряд мы вяжем без изменений, 12 столбиков без накида. Просто по кругу столбиками без накида. И встретимся с вами в пятом ряду. Так, дальше у нас будет пятый ряд. Это будем вязать по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Повторим 3 раза. В пятом ряду у нас должно с вами получиться 15 столбиков без накида. Вяжем первый столбик, второй столбик, третий. И сюда делаем прибавку.
И так повторяем еще 2 раза. Столбик без накида, второй столбик без накида, третий, прибавка. И последний раз столбик без накида, второй столбик без накида, и еще один третий столбик без накида. И в последнюю петлю делаем с вами прибавку. Маркер переносим. Дальше у нас будет 6 и 7 ряд по 15 столбиков без накида. Вяжем 2 ряда по кругу без изменений. Давайте я сделаю это за кадром и увидимся с вами уже на 8 ряду. Переносим маркер. 8 ряд у нас тоже будет с вами прибавочный, легкая схема. Мы вяжем 4 столбика без накида и следующая прибавка. Первый столбик без накида, второй, ниточка мешает, третий и четвертый столбик без накида. А затем мы делаем прибавку вот сюда. И повторяем так еще 2 раза. В 8 ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжем по этой схеме до конца ряда. Девятый ряд мы будем вязать без изменений, поэтому маркер я не буду переносить, а просто его вот так оставлю. И буду вязать по кругу 18 столбиков без накида. Мы не будем делать прибавки, не будем делать убавки, просто вяжем по кругу 18 столбиков без накида. Следующий, 10 ряд, у нас с вами будет убавочный. Мы будем делать 9 убавок подряд. Поэтому здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить петельки. Маркер перенесли и делаем убавку. Первая. Убавки мы уже с вами умеем делать. Это несложно. Уберу немножко маркер, мне мешает. И дальше повторяем точно так же. Вторая убавка. И еще осталось 7 убавок. Выходит, что в 10 ряду у нас с вами должно быть 9 убавок. И на крючке должно остаться 9 столбиков без накида. Это предпоследний наш ряд морковки. Вяжем убавками до конца ряда, до нашего маркера. И последняя убавка. Маркер убираем. Время набить морковку холофайбером. Вот такая она у нас получается. Наполняем морковочку вот сюда. Так, я это уже сделала. 11 ряд у нас будет убавочный. Делаем столбик без накида и следующую убавку. Так повторим 3 раза. Я маркер убрала, просто будем считать с вами. И еще один раз. Столбик без накида. Убавка. И последний раз столбик без накида, убавка.
6 столбиков без накида у нас должно остаться. Вот такая морковка. Обрезаем ниточку. И все, теперь нам просто ее закрепить нужно. Подтянем. И как и предыдущие разы, мы с вами стянем морковку за полупетлю, продеваем крючок и протягиваем ниточку. Так делаем 6 раз. Протягиваем ниточку. Хорошенько стягиваем. И морковка готова. Нам нужно убрать вот этот хвостик. Для этого возьму иголочку и просто вот так выведу ниточку, обрежу. Готово. Ну вот такая мягенькая получилась морковка. А давайте ее примерим к будущему зайчонку. Вот так будет рюкзачком. Ну а сейчас будем вязать с вами ботву. И начнем мы вязание с воздушных петель. Делаем закрепление и вяжем первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую воздушные петли. От второй петли от крючка мы вяжем соединительными столбиками. Первый, второй, третий, четвертый и пятый соединительный столбик. Снова вяжем воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова от второй петли от крючка вяжем соединительные столбики. Первый, второй, третий, вот сюда четвертый и пятый. И так повторяем еще несколько раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестая воздушная петля. И вяжем 5 соединительных столбиков по цепочке. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Ну и так продолжаем вязать. Смотрите, я сделала 5 хвостиков, потому что мне 4 показалось мало. А вы уже примерите к морковке, как вам больше понравится. Вот видите, я посмотрела, 4 маловато будет. Поэтому решила сделать 5 листиков на морковочке. Принцип вязания простой и легкий. Вот, закончили. Ниточку оставляем подлиннее, потому что нам эту ботву нужно будет пришить к морковке. Закрепляем ниточку. Ну вот. Давайте примерим к морковке. Вот таким образом мы пришьем иголочкой. И вот такая морковка получается. Давайте я сделаю это за кадром. И вот такая морковка получилась. Осталось нам лишь сделать шлейки для рюкзачка вот здесь и вот здесь. Но сделаем это позже. А пока давайте оформим нашего зайчоныша. Хвостик я уже пришила. Нам нужно с вами пришить ручки. Одну сюда, а вторую вот сюда. Давайте их пришьем. Раз и готово. Ручки готовы. Теперь точно так же пришиваем ножки. Одну сюда, другую сюда. Проверьте, чтобы он у вас сидел. И готово. Ножки тоже уже пришиты. Остались ушки.
Вот так ушки будем пришивать. Можете приколоть их булавочкой, чтобы вам удобнее было. Но я сделаю это за кадром. Ушки готовы. Все части к зайчику мы пришили. Теперь давайте вышьем носик розовеньким и оформим ушки. Оп! Носик готов. И перейдем к оформлению ушек и щечек. Для этого нам понадобятся тени розовые или румяна. Вот я возьму кисточку и розовеньким цветом сделаю вот так ушки. Затемню розовеньким. То же самое можно сделать и краской, или мелками, или пастелью, что у вас под рукой находится. У меня были тени, так что делаю красивым зайку розовыми тенями, оттеняю ушки. Вот смотрите. По-моему, получается прикольно. Ушки готовы. Давайте щечки еще сделаем. Может, не такие яркие, а вот и щечки. Одна и вторая. Ну, красота же получилась, правда? Немножко еще добавлю. Вот зайчоныш готов. Зайка готов. Морковка готова. Давайте теперь сделаем, чтобы рюкзачок держался. И для этого мы свяжем с вами цепочку из воздушных петель. Я вам не буду говорить, сколько нужно вязать воздушных петель, потому что каждый вяжет по-разному. У кого-то более длинные петли, у кого-то кто-то плотно вяжет, у него маленькие петельки. Поэтому смотрите, сделаем так. Вяжем примерное количество. У меня сейчас 22 петли. Берем зайчика, морковку и примеряем. Вот так, давайте примерим. Вроде как неплохо получается, плюс-минус еще 2 воздушные петли. Значит, если у меня 22, я вяжу 45, ну, еще 22 плюс 1, 45 воздушных петель. Посмотрите, тянется, поэтому каждый сделает по своей игрушке. За кадром я связала 45 воздушных петель. Еще раз примеряю. Примерно. Примерю примерно. Вот так. И здесь тоже будет. Тянется. Я думаю, что как раз подойдет. Хорошо. И буду пришивать здесь и здесь. Сейчас покажу вам все это. А пока поставлю зайку. Я уже закрепила ниточку за кадром. Беру иголочку и вот буду сейчас пришивать. С хвостиками я решила сделать это вверху, чтобы хвостики потом легко было убрать. Вот здесь я сейчас зацеплю и посерединке тоже прикреплю к морковке. Таким образом, чтобы получился рюкзачок. Иголочкой. Покажу вам немножко процесса, немножко ускоренного, как я это делала. А вы можете сделать это, как вам больше понравится. Один из вариантов можно было оставить подлиннее ниточку и просто ниточкой сделать эти шлёвки для рюкзачка. Я предлагаю вам такой вариант, а вы уже фантазируйте, как вам будет лучше. И закрепляю ниточкой здесь внизу, так чтобы хорошо держалась. И саму нитку вывожу в ботву
морковки. И там я ее обрезаю. Еще завяжу хвостики для надежности. И обрежу и уберу. Ну вот, наша игрушка готова. Давайте примерим рюкзачок для зайчонка. Смотрите, какой милашка у нас получился. Как вам такая игрушка? Можно брелок, можно подарок, а можно себе сделать такую милоту. Если вам понравился этот мастер-класс, поставьте лайк, мне будет очень приятно. А я желаю вам творческих успехов и легких петелек в вязании милых игрушек. До новых встреч!